Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о дате и времени в Excel. И, соответственно, сначала небольшой экскурс. Единица в Excel это у нас, если в формате дата 1 января 1900 года. Да, видим. Соответственно, если у нас число меньше единицы, 0,99, да, соответственно, это 23, 45, 36. Да, это опять-таки, если формат времени поставить. Максимальное число, то есть до единицы, да, это у нас время, после единицы это, соответственно, у нас дата. Рассмотрим две задачи. То есть первая функция, которую мы сегодня сделаем, это у нас будет возвращать дату сегодня. Вторая, соответственно, функция будет возвращать время, то есть дату и время. Окей, пишем сегодня без аргумента, то есть это закрывающие кавычки. То есть сегодня это 30 сентября 2020 года. Если нам необходимо сделать со временем, тогда мы пишем t-дата, также без аргумента. Да, видим у нас 10-15. Также у нас есть функции, которые по отдельности могут возвращать час, день, год и так далее. То есть, если нам нужно вернуть час, да, мы пишем равно час. Да, если нам нужно вернуть день, мы пишем равно день. Да, ну и так далее. День, месяц, год. Соответственно, можем возвращать также и секунды. Да, 47 секунд было на момент написания данной функции. Теперь поставьте видео на паузу и напишите комментарий с одним из этих ключевых слов. То есть это RasenDat в Excel и Excel, соответственно, для продвинутых. Также у нас есть функция RasenDat, которая возвращает значения в днях, в месяцах, в годах, в месяцах с начала года, да, и так далее. Сейчас мы покажем, как она работает. Пишем RasenDat. Обратите внимание, что у данной функции нету, да, интерфейса. То есть, если мы нажмем, у нас будет один аргумент. Так что нажимать нет смысла. Пишем RasenDat. Подсказок тоже нету. Берем минимальную дату. Далее берем дату поставки. И, соответственно, в количестве дней. Здесь мы сделаем закрепление по строке, чтобы при протяжке вниз у нас строка не менялась. И, соответственно, здесь мы закрепим по столбцу. Закрываем, протягиваем вниз. То есть это разница в днях. Здесь у нас разница плюс-минус 2 года, соответственно, значит разница в днях у нас будет 766. Далее мы протягиваем вправо и видим, что разница в месяцах это 25 месяцев. Да, за счет фиксировки ячеек при протяжке вправо у нас, соответственно, значения не сместились. Далее разница в годах. Видим. Обратите внимание, что здесь у нас, если в количестве полных лет, да, в данном случае у нас здесь нету 1 года, поэтому в годах у нас разница 0. Дальше, соответственно, больше и пойдут более интересные аргументы, допустим, как следующий, который мы видим. Это у нас аргумент разница без учета лет. То есть разница между 10 и 11 месяцем в месяцах у нас составила 1 месяц. Если, допустим, у нас месяц в дате поставки будет меньше, да, то, соответственно, будет 6. 6 у нас считается как? От меньшего месяца считается к большему. Да, то есть здесь не по законам математики, а вот по таким правилам. То есть мы из 10 отнимаем 6. Далее, разница в днях без учета месяцев. Разница в днях без учета месяцев. То есть принцип такой же. В данном случае у нас 4. Если мы здесь поставим 3, да, у нас, соответственно, будет 27. Как считается 27? То есть у нас из полного месяца отнимается 3, да, из 30 в данном случае для 11 месяца. И получается результат 27. И, соответственно, разница в днях без учета лет. Да, по тому же принципу у нас здесь 27. Если здесь значение будет больше, соответственно, результат будет уже другой, потому что здесь без учета лет. То есть здесь между датами 7 и 13 у нас будет 37 дней. То есть немного другая механика. Данные случаи, да, используются крайне редко, поэтому достаточно знать дни, месяцы и, соответственно, годы. При решении третьей задачи нам необходимо сделать следующее. Мы выделяем даты с праздниками, даем имя
Alt F3 праздники. Вот, и, соответственно, пишем функцию wrapDень. Выбираем начальную дату, это дата изготовления, число дней. И через контекстное меню F3 мы можем выбрать праздники. Закрываем без сдвига, это Ctrl-Enter. И, соответственно, растягиваем вниз. Получается, дата изготовления была 7, да, плюс 33 дня. За счет того, что у нас были праздники, да, у нас эти праздники не учитывались. И по умолчанию функция wrapDень считает с 2 выходными, то есть это также нужно учитывать. Также можем посчитать дату с учетом одного выходного. Для этого мы используем функцию wrapDень между. У нас добавляется один аргумент. Также есть начальная дата, есть число дней от этой даты. Далее мы выбираем, какие дни у нас будут выходными, допустим, 13. И также праздники. Да, с одним выходным, если формат поставить даты, у нас уже получается совсем другое дело. Да, то есть более быстрый срок. Это необходимо учитывать, допустим, при заключении договоров с какими-то подрядчиками, они пишут количество рабочих дней, да, количество рабочих дней с учетом праздников, да, соответственно, с одним или с 2 выходными. Вот, это нюансы. Соответственно, также можем сделать обратное действие, это у нас функция, которая читает чисто дни, да, возвращает количество полных дней с учетом 2 выходных, это начальная дата, конечная дата и, соответственно, F3. Да, если поставить формат числовой, у нас получится 33 дня. Как и в первом примере. Для того, чтобы посчитать количество рабочих дней с одним выходным, мы пишем чисто дни между. По тому же принципу начальная дата, далее конечная дата, только воскресенье, допустим, и праздники через F3 вызываем, нажимаем Enter. Выбираем формат числовой, да, и, соответственно, протягиваем вниз. То есть, что здесь важно понимать? Функция дата, да, то есть функции даты, вообще дата в Excel обрабатывается как число. Формат это для удобства использования для пользователей. Да. Также время у нас обрабатывается как число до единицы. Теперь поставьте видео на паузу, напишите комментарий, да, с одним из этих слов разных дат в Excel и, соответственно, Excel для продвинутых. С вами был Полянский Алексей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.